Всем привет, вы на канале Дифи, это очередной ролик по игре Drag Racing уличные гонки, и в этом ролике мы наконец-таки попробуем построить Stage 500. Так что авансом поставьте этому ролику огромный палец вверх, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Также оставляйте свои комментарии, где я сделал какую-то ошибку, или можете в комментариях написать какой-то совет по стейджам. Также нажимайте на колокольчик, если хотите получать оповещения о выходе новых моих видеороликов. Ну и я предлагаю начать. Как видите, на руках у меня есть ни много ни мало 2 миллиона монет и около 4000 баксов. И как и обещал, этот автомобиль должен быть доступен для всех. Так что мы пойдем по проверенному стандарту, скажем так, по золотому ГОСТу. Мы возьмем Audi A8, она находится в обычном автосалоне, в F-стоке. Кстати, автомобиль не из дешевых, он стоит 1 миллион 700 тысяч. Сейчас мы его купим и начнем потихоньку собирать стейдж. Стейдж я собираю в первый раз, так что не надо никаких бурных комментариев, типа «ты не то сделал» и все в этом роде. Лучше напишите, что нужно будет исправить и как сделать так, чтобы автомобиль реально поехал лучше. Если у вас есть какие-то имбовые настройки, вы не хотите делиться со всеми ими в комментариях, вы можете мне их отправить в Telegram, я буду вам очень благодарен. Все, в принципе, можем начинать. Берем Audi, минус 1 700 000 с счета списалось. Не будем пока что никак красить этот автомобиль, ничего с дизайном делать не будем. Первая наша такая огромная цель — это сделать хоть что-то, то есть собрать хоть какой-то конфиг и уже отталкиваться от него, тогда уже может быть что-то менять, что-то покупать, что-то продавать, чтобы в итоге получился конфиг 500 лошадок. Не знаю даже с чего начать, так как раньше этого не делал, с кузова или же с турбо. Ну, первый раз, так что реально не судите строго. Я, наверное, начну все-таки с того, что купили мы Audi, и, как я обещал, тачка доступная, вы можете так же самое накопить 1 700 000, зайти в обычный автосалон и купить данный автомобиль. Кстати, аудюха полноприводная, и это сыграет нам на руку, так как иногда в турнирах 500 лошадок, 350 участвуют игроки на своих обычных автомобилях, на которых и задний привод, и передний, но вот полный будет давать большее преимущество. Начну, скорее всего, с двигателя, так как уверен на все 100%, что нужно поставить сюда чип, и какой чип ставить я тоже знаю, так как на любой конфиг 500 лошадок ставит данный чип. Чип называется, если я не ошибаюсь, EQ70. Сейчас мы это с вами проверим. Что еще буду по двигателю качать, вы прямо сейчас и узнаете. Далеко ходить не будем. Сначала поставим, наверное, чип. Чип надо нам вот этот EQ70, да, 70, антилаг. Он стоит 315 тысяч, и мы его поставим. Хотя, в принципе, я не вижу в этом смысла, так как на чарджере у нас будет тачка собрана. И чип с чарджером, не знаю, зачем нужно, но вот все собирают, и я так попробую собрать. Насчет коробки. Так как я не знаю, что у меня в итоге получится, пока поставлю пятиступку, 4,3 главная пара. Потом буду уже смотреть по делу. Насчет дифференциала. Дифференциал по-любому нужен, он нам добавит небольшого такого зацепа. Также он уменьшит вес автомобиля, так что ставим самый дорогой за 810 баксов, на нем экономить я не стану. Поставлю еще, наверное, пневмошифтер, так как нужны по-любому быстрые переключения, так как это все-таки турнир, тут надо выигрывать каждую секунду, без пневмошифтера Pro нам не обойтись. Теперь по турбо. Ну, начну, наверное, с того, что я поставлю весь гейт. Поставлю Charger Boost P4, хотя, возможно, будет нужен P5, но вот я пока ставлю P4, посмотрим, что вообще получится из этого. В следующем ролике я донастраиваю автомобиль, если это у меня не получится в этой серии. Исправлю все те нюансы, которые вы скажете, что я не так сделал, и тогда уже буду что-то мудрить. Теперь надо поставить вот такую вот детальку. Я, наверное, поставлю вот эту вот за 16 800 монет. Я не знаю, что нам дает, потому что я не разбираюсь, что нам нужно. По факту в стейдже 500, в стейдже 350 автомобиль должен быть резким на старте. И для этого ему нужны пиковый момент большой,
Чтобы его большим сделать, надо подбирать те детали по логике, которые дают его больше всего. Но вот я вот смотрю и не знаю даже, что поставить. Вроде бы это сильно много дает пикового момента. Но вот если мы переборщим, то тачка у нас получится больше 500 ЛС. Мы, конечно, можем в двигателе ползунком регулировать, сколько лошадок у нас будет, но хотелось бы просто вот собрать такой конфиг, чтобы ничего не регулировать. Просто вот собрал, и он готовый на века тебе служит. Ставим самый дорогой пайпинг. Помимо пайпинга надо, скорее всего, сейчас поставить интеркулер. Интеркулер за баксы я ставить не буду, хотя было бы неплохо. Но вот если присмотреться, что тут как раз за баксы не сильно повлияло бы, так как даже за монеты оказывается лучше, он им дает больше пикового момента. Теперь по визгейту. Ищем визгейт, который нам дает пиковый момент. Нам дает визгейт за 15 тысяч, пиковый момент больше из всех предложенных визгейтов, ставим его. И теперь самое важное, воздушный фильтр. Воздушный фильтр, я так понимаю, можно поставить любой, так как любой будет давать одинаковые пиковые моменты, пиковые лошадки, так что сэкономим, поставим за 2000. В принципе, как он выглядит в иконке, мне безразлично. Дальше, нужно собрать выхлоп. Не знаю, собирают ли вообще выхлопы на вот таких вот стейджах. Я соберу, я не буду вкачивать его чертежами, чтобы ничего ненароком не испортить. Так что, в принципе, предлагаю разделить этот ролик на две части. В этой части мы накидываем какой-то набросок, чертежами тачку качать не будем, настраивать, у меня есть какие-то настройки, хочу их накинуть, посмотреть, поедет ли тачка на этих настройках. Если она не едет на этих настройках, тогда я сразу же постараюсь снять вторую часть, в которой я исправлю все ошибки и покажу вам готовый конфиг, в котором я расскажу про каждую детальку, про всю настройку, как я настроил, что сделал, как переключаться. Поучаствуем тогда уже и в турнире 500 лошадок и проверим, сколько можно делать побед на данном автомобиле. А пока что продолжаем сборку. В принципе, я сейчас устанавливаю все детали, ориентируясь на то, что деталь должна давать больше всего пикового момента. Не пиковых лошадок, так как пиковых лошадок наоборот хотелось бы поменьше иметь, а вот пикового момента. Сейчас на Удюхе плюс-минус 450 лошадок. Хотелось бы уложиться до 500, так как стейдж 500 у нас. Конечно, мы всегда можем уменьшить мощность двигателя, заменить деталь, так как я преднамеренно не буду вкачивать пока что детали чертежами, потому что я не уверен, что я собираю все верно. Я собираю, как я считаю, что должно быть. Но так как я это делаю первый раз, понятное дело, могу допустить ошибки, и я лучше вот сниму для вас вот две части, и тогда уже будет нормальный результат, а не что попало. Насчет подвески, мое мнение такое, я хотел бы собрать подвеску всю за баксы, так как я считаю, что на зацепе экономить не стоит. Чем у нас дороже деталь, тем больше она дает нам зацепа, так что вот ставлю 13 радиус колес, возможно нужен будет 14, но пока ставлю 13 и поставлю все детали за баксы. То есть все, что можно, вот и пневму, и тормозные колодки, все. То есть от А до Я будет за баксы в подвеске. И если я про подвеску рассказал, как я буду собирать, у меня для вас есть еще одна новость. Недавно мне подписчик скинул настройки для конфига 350-500 лошадок. То есть тачка может ехать в турнире как и на 350 лошадок, так и на 500. Помимо настроек он мне скинул сам конфиг, что нужно ставить, как нужно ставить. Кузов не от А8, так что настройки, увы, не идут под А8. Но если вам понравится вот данный проект Stage 500, то тогда в течение недели-двух я создам еще один стейдж, но это будет стейдж 350, 500 лошадок, и на нем тоже поучаствую в турнире. Так что, если вам нравятся такие ролики, где мы собираем стейджи, то пишите в комменты, если я увижу актив, реально соберу еще один стейдж, и если мне, вот пока что мне нравится это делать, и если я втянусь, то, возможно, мы попробуем построить стейдж 900 и стейдж 1500. Пока не буду вот этого обещать, но вот если понравится, то сниму ролик еще про Stage 350-500. Так что если вас это заинтересовало, возможно заинтриговало,
Все в ваших руках, активничайте, и я тогда уже увижу, стоит это снимать, не стоит, и вообще каково ваше мнение о стейджах. Возможно, вы вообще безразличны, и данный ролик вам вообще не понравится. Понятное дело, что я не брошу проект и не сниму вторую часть, про которую весь ролик и разговаривал по факту. Нет, такого не будет. Теперь возвращаясь к Audi, я до сих пор еще собираю подвеску, уже практически все собрал. Как я и говорил, собирал все за баксы. Мне осталось буквально тут одна деталька, это тормозной диск. Все детали, которые устанавливал на данный автомобиль, я еще раз покажу в конце данного видеоролика. Насчет получится сразу же собрать или нет, я не знаю. Будем пробовать. Пока что, в принципе, с сборкой все закончили. Осталось лишь прокачать в двигатель один параметр, это распредвал. И, в принципе, все. Сегодня я не буду ставить элементы кузова, так как я еще не в курсе, как их вкачивать чертежами. Я почитаю комменты с вашими советами. Конечно же, в будущем, в следующей части, обязательно их поставлю, уже вкачаю чертежами все детали, как их необходимо было вкачать. Так что, кто знает, еще раз прошу, напишите в комментах, как что вкачивать чертежами, что, возможно, я неправильно установил. Возможно, вы хотите помочь мне с настройкой. Так что буду рад почитать ваши комменты. Пока что все. Ставлю еще, кстати, про кузов я чуть оговорился. Кузов я не собираю, но поставлю сюда антикрыло, так как антикрыло нужно настроить. В принципе, какое антикрыло будет вообще без разницы, это чисто вкусовщина. Мне вот больше всего нравится вот это вот карбоновое, скорее всего я его поставлю. Вы же можете поставить любое другое. Кстати, насчет поставить любое другое. Вы можете так же само взять сейчас и начать собирать данный стейдж, но я бы на вашем месте дождался уже второй части, и тогда во второй части, когда автомобиль будет полностью готов, тогда уже и собирал, так как не нужно допускать те ошибки, которые допускаю я, так как я уверен, что они у меня есть, так как не может у меня получиться с нуля все правильно. Где-то должна быть ошибка, возможно, не одна даже. Теперь все сказал, все поставил, что хотел в этой серии поставить. Осталось попробовать поднастроить автомобиль. Повторюсь же, настраивать я его не буду. Под словом поднастроить я разумеваю попробовать поставить те настройки, которые у меня были, но эти настройки работали раньше. На данный момент я не уверен, что тачка поедет на них. Также, чтобы приступить к настройке Audi, нужно прокачать покрышки и чип. Сейчас это буквально 2 минуты. Момент настройки я специально для вас ускорю, так как не хочу, чтобы вы ждали, вот пока я буду накидывать, смотреть, как оно едет, не едет. Так что, как я настрою, вы увидите буквально через минуту, и вот. Что ж, с настройкой я намучился, и спойлер, у меня ничего не получилось. Я пытался накинуть те настройки, которые у меня были, пытался что-то поменять, но пока это никакого результата не дало. Автомобиль не едет то время, на которое я рассчитывал. Хотелось бы, чтобы автомобиль ехал 402 метра за 8 секунд 55 сотых. Первая настройка, которая у меня была, на ней тачка поехала за 10 секунд. Это вообще не лезет ни в какие рамки, нам такой результат не подходит. Второй раз, когда я уже что-то попытался поменять, покрутить, автомобиль поехал получше, было 9 секунд с копейками, но это далеко от того результата, который бы я хотел видеть. Видеть я хотел бы хотя бы 8 секунд 60 сотых, то есть плюс-минус такой вот результат я хочу видеть. И в следующей части я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы настроить автомобиль, чтобы исправить все ошибки, чтобы он ехал 8 секунд 60 сотых. Получится это у меня или не получится, вы уже узнаете в следующей серии. Еще раз повторюсь, что, пожалуйста, кто знает, как можно улучшить результат, что я неправильно сделал, что нужно прокачивать чертежами, что не прокачивать, напишите об этом в комментах. Финальный результат, как едет тачка, вы прямо сейчас видите. Едет она, если честно, мягко говоря, вообще очень не очень.
У меня получилось выжать из нее 9 секунд 69 сотых, но это не результат. И я убирал, кстати, мощность. У нас сейчас не на 100% мощность стоит, а на 60%, так как после настройки угла опережения зажигания у нас прибавилось аж 200 лошадок, их нужно было куда-то девать. Возможно, угол опережения зажигания не нужно было настраивать, но я настроил его, можно всегда вернуть к стоку. Также сейчас перед вами картинка, ну, в принципе, ролик, не картинка, да, ролик, там, где видно, какие детали я установил, и вы можете устанавливать их на свой автомобиль, но еще раз же повторюсь, лучше дождитесь второй части, где уже будет итоговый результат, прям финал. Там вы сможете убедиться, что автомобиль поехал, что стоит его собирать. Посмотрите, какие детали нужны, посмотрите, какие настройки накинуть. И в целом тогда уже вы сделаете для себя какой-то вывод. Пока что мы видим, что я потратил 2 мульта, 4000 баксов просто впустую, так как автомобиль не поехал, он едет 9 секунд 60. То есть это очень плохой результат, и нам нужно выйти хотя бы, ну то есть на секунду убрать, и тогда уже результат будет удовлетворительный. Также в этом ролике я накинул на таечку винил, ну как винил, просто взял, покрасил в черный цвет. Тут ничего необычного нет, так как винил, как я и говорил, тоже будет в следующей части. Все, короче, буду исправлять в следующей части, и винилы, детали, и настройки. То есть там будет уже готовый результат, это, можно так сказать, первая такая серия. Для меня это все в новинку, не знаю, кто-то из вас уже делал, не делал. Вот у меня пока что такой результат получился. Все советы жду, как всегда, в комментариях. Также извиняюсь, возможно, за некачественный звук, так как, опять же, записываю ролик без света и не знаю, насколько долго будет продолжаться такая тенденция. Вот как только будет хорошее условие, сразу улучшится качество ролика. Ну а с вами был Дифи, не забывайте лайки, подписки. Всем пока-пока.